Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в захватывающий мир самых больших кораблей. Сегодня мы отправимся в фантастическое путешествие по океанам и морям, чтобы познакомиться с гигантскими судами, способными перевозить тысячи тонн груза и сотни пассажиров. Каждый из этих кораблей – настоящее чудо инженерной мысли и технического мастерства, способное преодолевать огромные расстояния. Готовьтесь к поразительным фактам, потрясающим кадрам и удивительным историям о самых больших кораблях в мире. Мы покажем вам самых крупных гигантов, которые сегодня активно эксплуатируются. Среди них вы увидите судно RMS Queen Mary 2, круизный лайнер Icon of the Seas, контейнеровоз Ever Ace и даже полноценный плавучий завод Prelude FLNG. Готовы погрузиться в мир морских приключений? Тогда поехали! RMS Queen Mary 2, 345 метров. Это крупнейший в мире трансатлантический лайнер, флагман британской судоходной компании Cunard Line. На момент постройки и спуска на воду в 2003 году он считался самым большим круизным судном в мире. Разработала и построила Queen Mary 2 французская компания Chantier de l'Atlantique. Длина лайнера составляет 345 метров, ширина 45 метров. Он развивает скорость в 30 узлов. Королева Мария может перевозить до 2620 пассажиров. К услугам гостей предоставлены более 15 ресторанов, казино, театр и даже первый в мире корабельный планетарий. Queen Mary — единственное трансатлантическое судно, курсирующее между Саутгемптоном и Нью-Йорком. Однако раз в год оно еще превращается в круизный лайнер, совершая кругосветное турне. Примечательно, что RMS Queen Mary 2 — единственное крупное судно, носящее титул RMS — Royal Mail Ship, то есть судно Королевской почты. А назван корабль был в честь первого лайнера RMS Queen Mary, который в свою очередь был назван именем королевы Марии Текской. Газовозы Q-Max, Qatar-Max, 345 метров. Q-Max – класс танкеров для перевозки сжиженного природного газа с мембранными резервуарами. Корабли этого типа являются крупнейшими СПГ-танкерами в мировой истории. Это вы могли понять с названия, где Q обозначает Катар, а Max – максимальный. Размер каждого газовоза впечатляет: 345 метров длина, 55 ширина, осадка 12 метров, а средняя вместимость 260-265 тысяч кубических метров. Суда типа Q-Max оптимизированы для прохождения Суэцкого канала, но их габариты не позволяют пройти через Панамский канал. Целое семейство этих плавучих гигантов было создано специально для доставки морем сжиженного газа из Катара. Первое судно класса Q-Max под названием «Мазах» построила компания Samsung Heavy Industries в 2008 году. Всего в период с 2008 по 2010 год было введено в эксплуатацию 14 СПГ-танкеров такого типа. Сухогруз Whale Sohar, 362 метра. Это судно относится к семейству самых больших сухогрузов. Whale Sohar принадлежит бразильской компании, которая занимается добычей руды. Длина судна составляет 362 метра, а ширина — 65 метров. Все представители данного класса отличаются большими размерами, но даже среди них Whale Sohar кажется настоящим гигантом. За раз судно способно перевезти около 400 тысяч тонн груза. Сухогруз был построен в 2012 году и с тех пор занимается перевозкой руды из Бразилии в США. Сухогруз бороздит морские просторы под флагом Маршалловых островов. Всего было построено около 30 подобных кораблей с дедвейтом, варьирующимся между 380 и 400 тысяч тонн. Но Sohar – один из кораблей семейства с максимальным дедвейтом. Круизный лайнер Icon of the Seas, 365 метров. Этот новейший уникальный корабль является самым большим круизным судном в мире. Он был спущен на воду в 2003 году, а 27 января 2024 года вышел в первый круиз из порта Майами. Лайнер Icon of the Seas принадлежит одной из крупнейших мировых круизных компаний Royal Caribbean International, которая славится своими инновациями и качеством. И поверьте, это творение активно покоряет сердца ценителей морских путешествий. Вы только вдумайтесь, новый Icon of the Seas
может перевозить 7600 гостей при своей максимальной круизной загрузке. А если еще учесть число экипажа, то вместимость лайнера составит 10 тысяч человек. Длина корабля составляет 365 метров, а ширина — 65. Для сравнения, легендарный «Титаник» имел длину 269 метров. Лайнер Icon of the Seas выполняет круизы по Карибскому региону Майами и предлагает пассажирам роскошь и сервис высшего класса. Для гостей доступны более чем 40 ресторанов, небольшой парк с тропической растительностью, театр, караоке, спортивные площадки, аттракционы, аквапарк и другие развлечения. Суда класса TI – 380 метров. На сегодняшний день это самые крупные нефтяные танкеры, находящиеся в эксплуатации. Всего было построено 4 танкера класса TI для судоходной компании Hellespont Group. Строились суда судостроительным подразделением южнокорейской компании Daewoo, а были введены в эксплуатацию в 2002-2003 годах. В 2004 году бельгийский судовладелец Euronav NV со своими партнерами приобрели все 4 танкера. Так суда получили свои названия: TI Oceania, TI Europe, TI Asia и TI Africa. Длина каждого танкера составляет 380 метров, а ширина — 68 метров. Каждый из них способен перевезти за рейс 440 тысяч тонн нефтепродуктов со скоростью до 18 узлов. Стоимость одного танкера — около $90 миллионов. Помимо всех вышеупомянутых цифр, корабли впечатляют изяществом очертаний и красотой дизайна. Просто посмотрите на них сверху. Они напоминают гигантские белоснежные айсберги. Контейнеровоз Emma Maersk — 395 метров. Это первый из 8 идентичных контейнерных судов серии E-класс датской компании Moller Maersk Group. Свое имя корабль получил в честь покойной жены главы компании Эммы. В 2006 году, когда Emma Maersk впервые отправился в плавание, он являлся крупнейшим действующим судном в мире. Emma Maersk вмещает 11 тысяч полных 20-футовых контейнеров или 14 700 пустых контейнеров. Загрузка контейнеровоза может осуществляться 20 гигантскими кранами одновременно. Ну просто настоящее чудо современной инженерной мысли. Длина Emma Maersk составляет 395, ширина 57, а высота 30 метров. Транспортное средство способно развивать скорость до 25,5 узлов. Как вы могли догадаться, помимо впечатляющих визуальных параметров, данный контейнеровоз оснащен одним из наиболее мощных дизельных двигателей. Правда, Emma Maersk преследует дурная репутация. В процессе строительства судно сильно пострадало от пожара, а в 2013 году отказал один из двигателей и чуть было не закупорил вход в Суэцкий канал. Контейнеровоз CSCL Globe — 400 метров. Контейнеровоз CSCL Globe стал первым из 5 гигантов, которые были заказаны в мае 2013 года компанией China Shipping Container Lines. Его вместительность достигает 19 тысяч ТЭУ, или же 19 тысяч стандартных 20-футовых контейнеров. В ноябре 2014 года, когда корабль был впервые спущен на воду, он был крупнейшим контейнеровозом в мире. CSCL Globe имеет общую длину 400 метров, а ширину 59 метров. Экипаж судна составляет 23 человека. Порт прописки — Гонконг. Мегакорабль плывет при помощи основного двигателя мощностью 77 200 лошадиных сил, эффективность которого так высока, что он потребляет не больше топлива, чем контейнеровоз грузоподъемностью почти в 2 раза меньше. Экономия топлива составляет до 20%. Происходит это за счет того, что умный двигатель реагирует на обстановку на море и, соответственно, регулирует расход топлива. Уникальное судно, что внешне, что внутри. Контейнеровоз Ever Ace — 400 метров. Контейнеровоз был построен на южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries. Судно принадлежит тайванской судоходной компании Evergreen Marine и ходит под флагом Панамы. Длина судна составляет 400 метров, а ширина — 61 метр. Контейнеровоз Ever Ace получил титул «Самый большой» вполне заслуженно, но не за габаритные размеры, которые ограничиваются некоторыми стандартами в отрасли, а за вместимость. Его грузоподъемность оценивается в 23 992 ТЭУ, то есть Ever Ace может вести на борту почти 24 тысячи контейнеров. Показатель удалось увеличить за счет расширения носовой части корабля, что позволило разместить дополнительные ящики с товарами.
Мегаконтейнеровоз впервые был спущен на воду в июле 2021 года. Судно является одним из контейнеровозов Evergreen А-класса. Серия состоит из 13 судов, 6 из которых разработали Samsung Heavy Industries в Южной Корее, а еще 7 – китайская государственная судостроительная корпорация. Pioneering Spirit, ранее Питер Шелте. 477 метров. Это не просто корабль, а настоящий рукотворный морской монстр. То, что вы видите на видео, является самым большим судном в мире, а точнее абсолютным чемпионом по палубной площади. Создатели этого мегакорабля утверждают, что на палубе легко помещаются 4 статуи свободы или небольшой городок с развитой инфраструктурой. Его водоизмещение составляет около 1 миллиона тонн, что на треть превышает водоизмещение ближайшего соперника – супертанкера Нок Невис, спущенного на воду в 1979 году и списанного на слом в 2010. Длина суда, включая наклонные подъемные балки и стингер, составляет 477 метров. Судно принадлежит швейцарской компании, но ходит под флагами Мальты и Панамы. Оно предназначенное для перевозки морских буровых платформ и прокладки подводных трубопроводов. До конца 2019 года Pioneering Spirit принимал участие в постройке магистрального трубопровода «Северный поток-2». Прилюд FLNG – 488 метров. Это самое необычное и самое большое судно в мире. По своей сути, Прилюд FLNG – полноценный плавучий завод по добыче и сжижению природного газа. Также судно выполняет роль хранилища, из которого СПГ перекачивается в огромные газовозы непосредственно в море. Вы все правильно поняли. Прямо на своей площади Прилюд не только хранит и транспортирует природный газ, но и непосредственно из скважин добывает и перерабатывает его. Прилюд был построен для компании Shell и спущен на воду в декабре 2013 года. Специалисты соорудили судно на верфи Samsung Heavy Industries в Южной Корее. Корабль стоил $12 миллиардов, а на его производство ушло столько стали, что из нее можно было сделать сразу 36 Эйфелевых башен. Прилюд имеет 488 метров длины при ширине 74 метра, а его высота составляет 105 метров. Вес всего сооружения достигает 260 тысяч тонн. В 2017 году судно прибыло на месторождение газа Прилюд в Индийском океане у берегов северо-западной Австралии, в 475 километрах от города Брум. Новый гигантский корабль может работать круглый год в любых погодных условиях. Превзойти такой невероятный проект будет ой как непросто. На этом у нас все, друзья. Как вам наша подборка самых больших кораблей в мире? Какое судно понравилось вам больше всего? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.